Сегодня мы делаем пучок из платка на короткие волосы. Приветствую всех, меня зовут Анастасия Маглели, и после того, как появилось видео про осенний пучок, которое совсем недавно я загрузила на канал, меня закидали буквально вопросами, что делать тем, у кого нет своего пучка. У кого, например, короткие волосы или, может быть, очень тонкие, малообъемные волосы, из которых невозможно сделать пучок. Вот. И сегодня я хочу вам рассказать про такой вариант. Сегодня мне особенно приятно записывать видео, потому что такой фасон я носила как раз в начале того, как я стала вообще ходить в платках. Это был один из первых моих фасонов. У меня остались очень теплые впечатления о том периоде. И хочу сказать, что в тот момент у меня волосы были достаточно короткие, то есть из них невозможно было сделать никаких пучков, никаких там объемов совершенно, то есть даже на них нельзя было что-то там накрутить сверху. У меня была немного удлиненная стрижка, вот примерно такой длины, вот, и мне хотелось сделать как-то интересно, красиво, и тогда я придумала, вот как сделать такой пучок. Фасон проверен на собственном опыте, все держится прекрасно, надежно. Итак, поехали! У этого платка есть удивительная особенность, у него рисунок расположен несимметрично, и если подобрать правильное место, то может быть очень красиво вот в этой области. Например, мне нравится, когда цветок вот такой яркий, эффектный, находится с одной стороны, то есть не во лбу как звезда, а вот так вот сбоку. Сзади под волосами закалываем булавочкой. По поводу булавочек очень много спрашиваете. Во-первых, на канале есть видео, во-вторых, я думаю, что я еще раз сниму видео по поводу того, как правильно обращаться с булавочками, чтобы это было безопасно. Итак, закололи, и теперь у нас здесь все полотно. Платок, размер платка, который я использую, это 85 на 85 или 95 на 95, вот в этом промежутке. Это оптимальный размер для такого фасона. И еще один момент, здесь нужен платок, ткань которого сама по себе держит форму, то есть, например, хлопковый, вот здесь я не знаю какой состав, это платок из Accessorize, там наверняка есть вискоза, полиэстер, что-то в этом духе, но он такой легкий, воздушный и легко стоит. Затем это может быть шерсть, ну, то есть такие материалы, которые не обвисают, не падают и сами по себе имеют объем. Так, и что еще? И сейчас я хочу, чтобы вы мне верили, и покажу, что сзади у меня нет никакого своего пучка. То есть абсолютно плоский затылок. Вот, я волосы уложила определенным образом. Делаю косичку и затем плоско ее укладываю по голове, закалывая невидимками, этими шпильками, то есть зафиксируя по голове. Вот, теперь мы берем весь этот объем. Еще берем вот такие страшные булавочки. Я думаю, что если вас пугали маленькие булавочки, должны испугать еще больше. Но не бойтесь, я с вами. Мне не очень нравится вот этот дизайн. Ну, сюда как раз он подойдет. Вот, если кто-нибудь видел, где продаются такие большие булавки, сейчас вот так должно быть видно, где продаются такие большие булавки, но с красивыми набалдашничками, пожалуйста, напишите мне, я тоже хочу их приобрести. Так, сюда я буду использовать розовые булавочки. Сейчас сразу достану. Мне всегда хватает 5 штук. И теперь из платка делаем пучок. А булавками работаем так, как вы делали бы это шпильками. Если у вас никогда не было длинных волос и никогда не делали пучок со шпильками, я сейчас покажу. Булавкой цепляем за край пучка, подхватываем, затем зацепляем за ткань основу и обратно возвращаем внутрь пучка. И повторяем это по всему периметру пучка. Я сейчас не вижу, что у меня там сзади, но я думаю, все получилось красиво. И в прохладный сезон вы можете добавить сюда, например, снуд.
кстати, спрашивали, как зимой можно утеплиться. Пожалуйста, внизу вы делаете легкий тонкий платок, в котором вам будет комфортно в помещении, а сверху накидываете уютный снуд. Вот, как правило, я складываю платки не пополам на треугольник, да, а формы пятиугольника. Сейчас покажу. То есть вот я беру квадратный платок и складываю его вот так. Но в зависимости от того, какой здесь рисунок, я подбираю уже глубину сдвига вот этой ткани. В зависимости, то есть, соответственно, либо больше, либо меньше. Смотрю, что у нас здесь появляется. Какое место будет приходиться вот сюда. И подбираю таким образом уже тот уровень, который мне необходим. Так, сейчас я вам хочу показать еще один вариант такого пучка со складкой. Здесь я фиксирую булавкой. Еще раз фиксирую булавкой. Не бойтесь булавок. На самом деле в них нет ничего страшного, потому что, если правильно обращаться, они никуда не денутся. Это я вам как опытный пользователь говорю. Вот, правда, со складкой получается полотно, которое остается, оно покороче. Но мы же все равно сейчас накрутим. Когда укладываем пучок, немножко подкручиваем вот этот объем ткани, вот так вот вокруг собственной оси. Девочки, мне, конечно, не очень удобно так все это делать на ощупь. Я себя вижу в этот маленький экранчик, в котором, честно говоря, мало что видно. Здесь мое мастерство меня не подведет. The sun can wait. I know this is borrowed time. They've counted 9, but still I bet on a miracle to happen. Is it really too late? Is it really tonight? Если там что-то получилось не так красиво, вы простите, потому что я делаю на ощупь, но вам обязательно нужно иметь дома зеркало такой типа трильяжа, когда вы можете видеть себя с разных сторон. Вообще это необходимо каждой женщине, потому что когда мы одеваемся, когда причесываемся, когда подбираем одежду и тем более, когда крутим платки, особенно поначалу, то просто необходимо видеть себя с разных сторон, видеть, как все это смотрится, как смотрится со спины, как смотрится сбоку. То есть это касается не только платков, это в принципе необходимо каждой женщине, поэтому если у вас еще нет такого зеркала, когда вы можете себя увидеть с разных сторон, обязательно срочно приобретите его. Так, вот у нас пучок, сделанный на короткие волосы, я имею в виду, что сделанный без собственного пучка внутри, то есть у меня здесь волосы сейчас уложены плоско, вот, и плюс вот эта складка, она дает немножко вот здесь объем, добавляет. Думаю, теперь вы легко сделаете пучок из платка, независимо от того, какая у вас длина волос. Даже на короткие волосы можно сделать такую красивую форму. На этом я с вами прощаюсь. Как всегда, жду ваши комментарии, вопросы, предложения и какие-то идеи для новых видео. Пока!